Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 18 мая, мы проводим промежуточный выпуск. И хочу вам напомнить, что в комментариях к нашему вчерашнему ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед вопросом пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. На самые популярные из заданных вами вопросов я отвечу уже в пятницу, 19 мая, то есть завтра. В комментариях к этому выпуску вы можете просто оставить свои добрые слова, пожелания, предложения. Нам всегда приятно, во-первых. Во-вторых, комментарии помогают продвинуть в рейтингах наши выпуски. Также хочу сказать, что поставленный вами заранее лайк, либо в конце нашего выпуска, поможет также поднять в рейтингах наши материалы. Большое спасибо за понимание, за помощь и за поддержку. Теперь перейдем к нашим темам. Сегодня сразу несколько довольно приличных изданий написали, ссылаясь на источники в администрации президента США, написали о том, что США готовятся к тому, что война в Украине может продлиться еще годы, а то и десятилетия. Я понимаю, что могут быть разные планы у администрации США, и они готовятся, конечно, к разным планам, но хочу вам сказать, что это лишь подготовка к разным возможным вариантам событий. Надо всегда опираться, это абсолютно правильно, надо всегда иметь в запасе любые планы на любой случай, рассчитывать на то, что ситуация будет развиваться не обязательно так, как рассчитывают изначально, и на то, как предполагается. Надо обязательно иметь дополнительные планы, запасные планы, и администрация США абсолютно правильно себя ведет. Это не говорит о том, что война действительно продлится годы, а то и десятилетия. В реальности все, конечно, будет происходить немного не так, и я в этом уверен, потому что, опираясь на те факты, на те знания, которыми я располагаю, я вас уверяю, что все будет происходить гораздо быстрее, и по моему мнению, и по мнению тех людей, которые меня поддерживают, которые находятся в нашей команде, мы знаем, что все будет происходить совершенно по другому сценарию. Не потому, на который рассчитывает нынешнее российское руководство, ну и, конечно, потому как нынешнее российское руководство рассчитывает на то, что конфликт можно затянуть на неопределенное время, в том числе и на десятки лет. Да, для Путина нет такой перспективы в десятки, а то и годы. Такой перспективы для него нет. Эта перспектива есть для консенсусного понимания российского руководства, той части, которая относится силовики. Мы уже говорили неоднократно о том, что силовики при резком исчезновении из, давайте скажем так, информационного и политического пространства нынешнего президента России Владимира Путина не будут останавливать войну и будут ее продолжать. Для этого есть масса причин, и мы уже с вами неоднократно это обсуждали. Кроме всего этого, сегодня опять-таки информационное поле пестрит сообщениями о том, что страны Африки, среди которых, я так понимаю, лидирующее положение занимает ЮАР, по крайней мере в этой инициативе, отправят свои мирные предложения по поводу завершения конфликта в Украине, отправят и в Украину, и в Россию для переговоров. Но здесь не отстает и Папа Римский. Папа Римский отправит своих представителей, и руководство России, руководство Украины согласились принять этих представителей, которые также будут обговаривать рамки, рамки возможного мира в ближайшем будущем. Опять-таки, это запасные планы для многих. Я скажу, что основные игроки на мировой арене смотрят на эти посылы довольно скептически. США не воспринимают вообще в расчет подобные мероприятия, хотя и не исключает подобных шагов в дальнейшем, в том числе и от многих других акторов. Мы увидели, что спецпредставитель руководства Китая посещал вчера и позавчера Украину и собирается посетить Европу, далее собирается посетить Россию.
Он также заявляет о том, что процесс урегулирования не будет быстрым и более философски относится к данной перспективе. Все будет решаться в первую очередь на поле боя в предстоящем контрнаступлении и перейдет плавно в события, которые будут происходить вокруг президента России Владимира Путина в российском руководстве. Я считаю, что события на поле боя в той или иной степени отразятся на внутриполитических событиях в России и прямым, еще раз подчеркиваю, образом отразятся на положении нынешнего президента России Владимира Путина. Если, еще раз подчеркиваю, если к тому времени не произойдет чего-то экстраординарного, я имею в виду все, что связано со здоровьем президента, ну, либо другими какими-то эксцессами, которые могут возникнуть до, скажем так, ожидаемой части результативного контрнаступления со стороны Украины. Я имею в виду, конечно, и смерть президента, и, возможно, ГКЧП 2.0. Но ГКЧП 2.0 мы можем ожидать как раз вследствие победоносного наступления на Украины. Поэтому будем смотреть, будем наблюдать, но и в определенный момент, конечно, будем подключаться и будем участвовать. Теперь по поводу участия. Насколько я понимаю, оппозиционные силы, которые поддерживают Алексея Навального, готовят какие-то акции к дню его рождения, то есть к 4 июня. Честно говоря, увидел эти сообщения, но еще полностью не вникал, что именно предлагается, как предлагается и к чему это. К чему приурочено, понятно, но как все будет организовано, кто за это отвечает, кто несет ответственность, кто будет координировать подобные акции, это все очень важные вопросы, на которые пока, еще раз подчеркиваю, пока у меня, например, нет ответов. И как только будут ответы, мы будем это обсуждать и также рекомендовать, какие действия совершать по этому поводу, либо никаких действий не совершать. Все зависит, еще раз подчеркиваю, от организации и от тех людей, которые возьмут на себя ответственность за подобные мероприятия. Это самое главное. Я считаю, что те люди, которые к чему-то призывают аудиторию свою или аудиторию, которая обращает внимание на этих людей, здесь должна быть полное понимание, кто координирует, кто управляет процессами, и есть ли у них какие-то планы насчет как раз вот от тех самых планов, план А, план Б, план на непредвиденные обстоятельства. И самое главное, какова ответственность тех людей, которые призывают, за тех людей, которые будут участвовать в этих акциях. Это все очень сложные вопросы, но еще раз подчеркиваю, мы готовы также со своей стороны эти вопросы обсуждать, эти вопросы обговаривать, и при должной координации подобных мероприятий мы готовы помочь абсолютно всем, чем можем. А наши возможности довольно широки. Так, уважаемые зрители и слушатели, это, в принципе, все темы, которые я хотел обсудить. Да, еще есть в информационном пространстве постоянно мелькающие темы якобы потери контроля на части территорий Белгородской, Курской и Брянской областей, о чем мы неоднократно сообщали, о чем мы говорили еще в прошлом году, когда сообщали о том, что эксперты при Совете Безопасности Российской Федерации именно об этом предупреждали президента России Владимира Путина. Ну так все есть так, как все, соответственно, идет под тем планом, которые и были нарисованы для президента России. Это когда мы говорим план А, план Б, план С, так вот это были явные планы, аналитически продуманные, и последствия, при должном и правильном анализе, последствия не преминули воплотиться в жизнь. Да, еще, извините, немножко запамятовал. На днях опять-таки появилась информация о том, что в резиденции президента в Геленджике там есть помещение бункерного типа, подземные ходы и так далее, и так далее. Многие удивляются, говорят, ничего себе, смотрите. Оказывается, у Путина есть в резиденциях помещение бункерного типа. Оказывается, это правда. Так, хочу вам напомнить, мои уважаемые зрители и слушатели.
Мы об этом говорили уже довольно давно. Я лично говорил и вам в наших роликах, и у нас на страницах нашего телеграм-канала о том, что все без исключения резиденции президента России Владимира Путина, все без исключения места, где бывает он лично, все эти места оборудованы помещениями бункерного типа, и основную часть времени президент России Владимир Путин в последнее время проводит как раз в помещении бункерного типа. Это такая новость, что называется, в подтверждение наших слов, но для многих это стало реальным откровением. Удивительно. Удивительно, насколько можно не знать врага, против которого боретесь, против которого идет борьба. Так, ладненько. Насчет этого не будем пока не будем насчет этого распространяться, тем более, что мы с вами уже в эфире практически 11 минут. Хочу напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Нам действительно нужна ваша помощь, в том числе и материальная. События, к которым мы шли долгие годы, наконец у нас на пороге. Для того, чтобы вступить в эти события в полной готовности, нам действительно сейчас нужна ваша материальная поддержка. Если есть возможность, поддержите нас. Есть наши криптовалютные кошельки, есть подписка на наш Patreon и есть подписка на спонсирование нашего YouTube-канала. Большое спасибо за понимание, за поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши просмотры. Ну и, конечно, за вашу помощь. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.